CryptoArt.ai – это крупнейшая децентрализованная торговая площадка NFT в Азии, включая создание, продажу, аукционы, сбор и передачу NFT, о которой более подробно мы сейчас с вами и поговорим. И первое, на что я хочу обратить ваше особое внимание, так это на то, что CryptoArt.ai имеет более строгие стандарты для всех потенциальных художников, желающих разместить свои работы на данной NFT-платформе. То есть, перед тем, как разместить свои работы на CryptoArt.ai, художник должен подать заявку в совет для подтверждения своего оригинального авторства. Сделано же все это лишь для того, чтобы размещать на платформе работы только проверенных оригинальных авторов, избегая тем самым каких-то подделок и воровства чужих работ, что, согласитесь, очень важно и востребовано. При этом помимо арт-искусства в скором времени CryptoArt.ai намерен включить еще и музыку, фильмы, фотографии и много чего другого, что в свою очередь привлечет к платформе еще больше различных авторов и творческих людей, желающих воспользоваться всеми доступными инструментами и функциями CryptoArt.ai, каких и так на платформе на 8 ноября текущего года насчитывается свыше 900 человек, причем среди них есть и Пак, первый в мире криптохудожник, который был выставлен на аукционе более чем за $1 миллион, Андреас, русский художник-сюрреалист, получивший успех в журнале Time Business, а еще всемирно известная творческая студия новых медиа Ouch, GGAC, ведущее сообщество компьютерной графики в Китае, Сон Тинг, известный китайский криптохудожник, и многие другие выдающиеся художники, которых с каждым днем на CryptoArt.ai становится все больше и больше. Да и вообще, если так проанализировать, то CryptoArt.ai находит поддержку в развитии своей платформы не только от влиятельных и известных художников со всего мира, но и от институциональных инвесторов, которые также инвестировали в развитие CryptoArt.ai почти $2,5 миллиона. При этом, как видите, список институциональных инвесторов очень большой, а это значит, что каждый из них видит огромный потенциал в CryptoArt.ai, что лично меня опять-таки очень вдохновляет. Но и это, как вы понимаете, является лишь частью всего того, что влияет на развитие и популяризацию CryptoArt.ai, так как помимо этих факторов основатели платформы не стоят на месте и с каждым разом дорабатывают и усовершенствуют свою платформу, чтобы всем ее пользователям было не только комфортно ей пользоваться, но и получать много других для себя преимуществ. Так, например, совсем недавно, 11 ноября, стала доступна новая версия CryptoArt.ai V2, которая помимо уже имеющихся функций создания, продажи, аукционов, сборов и передачи NFT готова предложить всем нам 5 новых функций, а именно комплексное обновление пользовательского интерфейса, круглосуточный аукцион, плюс систему приглашений, а еще ставку на прибыль, деление, чтобы заработать, и создание разделения, о каждой из которых в 2 словах я сейчас вам и расскажу. Итак, комплексное обновление пользовательского интерфейса позволило разработчикам немного поэкспериментировать с визуальной составляющей своего интерфейса, использовав для этого лаконичное сочетание белого и черного и их пропорции относительно друг друга, создав тем самым стильный, лаконичный и приятный для глаза рабочий интерфейс, который не отвлекает вас от самого главного, а именно от бесконечного очарования и любования самыми разнообразными произведениями NFT искусства, что, согласитесь, очень здорово. Еще одним нововведением в рамках CryptoArt.ai V2 является новая модель управления платформой, которая представляет собой DAO. Сделано же все это лишь с одной целью, чтобы добавить децентрализованной свободы и демократии в модель управления CryptoArt.ai DAO, поощряя тем самым более талантливых и квалифицированных людей в управлении сообществом. Да и вообще, команда разработчиков CryptoArt.ai твердо уверена, что модель сотрудничества NFT плюс DAO позволит открыть будущие пробелы в идентичности и вдохновит еще больше потенциальных участников NFT направления на создание своих работ. Что же касается других нововведений, то одним из них является 24-часовой аукцион, который включает в себя как прямое предложение, так еще и приглашение к участию в торгах тех или иных художников или же коллекционеров. Стоит отметить, что старт такого аукциона активируется только в том случае, когда цена одного из участников будет превышать резервную цену, установленную художником. Как только это произошло, запускается таймер обратного отсчета, по истечению которого автоматически произойдет продажа последнему участнику, предложившему цену за эту NFT работу.
Да и вообще, помимо того, что данный 24-часовой аукцион позволяет вам намного быстрее продавать ваши работы, так еще для участников разработчики CryptoArt.ai предусмотрели систему бонусов, где последний участник получает бонус в размере 5% от разницы между ставкой предыдущего человека. Ознакомиться же более наглядно с этим вы сможете уже и самостоятельно после просмотра данного видео посредством доступной статьи на официальном медиум-канале CryptoArt.ai. А пока хочу дополнить еще несколько интересных фактов о платформе CryptoArt.ai, взаимодействуя с которой вы легко сможете делиться не только своими выдающимися произведениями NFT, но и произведениями других художников через любые свои социальные сети, будь то Twitter, Discord или же Instagram. Таким образом, как только работа будет успешно продана по вашей указанной ссылке, вы получите 1% от стоимости аукциона данной работы, что, согласитесь, также звучит очень здорово. А еще в новой версии CryptoArt.ai V2 вы легко можете разделить полученные вознаграждения от продажи аукциона, даже если над созданием того или иного NFT работал не один автор, а сразу несколько художников. При этом с каждой перепродажи работы всем авторам будет распределяться установленная в процентном соотношении комиссия, что в свою очередь позволит многим художникам без проблем объединяться и сотрудничать вместе. Ведь благодаря блокчейну и прописанным смарт-контрактам их сотрудничество будет максимально прозрачным, честным и справедливым, чему лично я очень рада. Да и вообще, если так проанализировать, то, по-моему, такой опции пока нет ни в одной другой NFT-платформе. Если же я ошибаюсь, поправьте меня, написав об этом в комментариях под этим видео. А пока, с вашего позволения, пару слов скажу о токене самой платформы CryptoArt.ai, который представляет собой токен ERC-20 стандарта и называется он CART. Стоит отметить, что CART обладает сразу несколькими интересными атрибутами платформы CryptoArt.ai, благодаря которым вы легко можете его использовать не только как в качестве платежного средства, но и блокируя его, вы сможете получать различные уровни доступа к зашифрованным произведениям искусств NFT, а еще при наличии у себя на балансе токенов CART вы можете принимать участие в управлении всего DAO-сообщества, получать различные NFT путем стейкинга токенов CART, оплачивать себе приоритетную авторизацию и еще много чего другого. Кстати, если взглянуть на сам токен через такой информационный портал, как CoinMarketCap, то мы увидим, что несмотря на текущее значение цены токена CART, в августе этого года на пике токены CART стоили чуть больше $2 за штуку. Поэтому смею предположить, что после всех этих нововведений и обновлений CryptoArt.ai V2 пользователи смогут по-новому взглянуть на данную платформу и открывающиеся для них возможности, оценить их преимущества и присоединиться к одной из лучших, я напомню, NFT-платформ Азии. Так что, дорогие друзья, если вы всерьез увлекаетесь темой NFT и вам есть что показать, регистрируйтесь на CryptoArt.ai и используйте все ее особенности и преимущества себе во благо уже прямо сейчас. Ну а я, как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь до своего следующего выпуска, который выйдет в моем канале уже совсем скоро. Поэтому ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал CryptoLady, чтобы узнавать для себя из мира криптовалют и блокчейна еще много чего полезного и интересного.